Почему так слабо топит в Неаполе? Вы пейте чай, пейте. Я пью. Не хочет признаваться. Как зовут? Анна. Ты должна признаться, Анна. Я ни в чем не виновата. Она обвиняется в колдовстве и в том, что совокуплялась с дьяволом. Это правда? Скажи, это правда? Нет, это неправда. От кого у тебя ребенок? От Бога. Все мы дети Бога. Ты в этом уверена? А вы не уверены? Кто отец ребенка? О чем вы говорили? Во что он был одет? А самое главное, какие у него были ноги? Говори! Скажи нам правду. Я вам уже сказала правду, но вас она не устраивает. Принеси наручники. Мы сейчас привяжем к наручникам веревку, подвесим тебя. Ты будешь висеть долго, тебе будет больно и страшно. Лови. Мы не хотим тебя мучить. Нам это не доставляет никакого удовольствия. Но ты видишь, у нас другого выхода нет. Я вас прощаю. А когда выйдет книга? Скоро. А чьи это крылья? Любого желающего. А где туалет? Там, у выхода. До свидания. До встречи. Откройте. Ну вот, попался. Кто-нибудь там есть? Выпустите меня. Кто-нибудь там есть? Этот город расположен на обширной равнине. Там есть высокий холм. На вершине холма посередине возвышается храм. Он прекрасен своей круглой формой. На алтаре установлен большой глобус. В храме есть только одна священная книга, называется «Мудрость». У горожан нет собственности, потому что они считают, что из-за нее возникает себелюбие, а значит воровство, стяжательство и лицемерие. У них нет рабов, они в полной мере обслуживают себя сами. К деторождению они относятся как к государственному делу, они не причиняют никому насилия, но и по отношению к себе они его не терпят. Законы их немногочисленны, а обвинительный приговор они воспринимают как лекарство. Они считают, что Бог предопределил их к великой цели.
и что весь мир придет к тому, чтобы жить так, как живут они. Выходите на допрос. Какой допрос? Я застрял у вас тут в туалете. На допрос. Мне нужно выйти. Поговорим на дорожку. О чем? О тебе. Я о себе все знаю. И о тебе тоже. Я тебя любила. Себя больше. А ты себя не любишь? Все себя любят и жалеют. И желают себе добра. Я тебе желала добра. Ага. Папиного добра. Ты бы мог иметь все. Если бы стал пауком. Мой папа паук? Самый настоящий. Дурак, нищий философ. Коттедж оплачен до конца месяца. Можешь поблаженствовать тут в одиночестве. В одиночестве я не останусь. И ты тоже. Передавай привет моему преемнику. Тема сегодняшней лекции – экзистенциализм. Экзистенциализм происходит от латинского слова «экзистенция» и переводится как «существование». Это направление философии, главным предметом изучения которого является человек.
Родоначальником этого направления был датский философ Кьеркегор. Русские экзистенциалисты – это Бердяев и Шестов, но многие считают, что первым был Достоевский. Выделяют два основных понятия – неподлинное существование и подлинное существование. Первое – это когда человек полностью подчиняет свои интересы обществу, живет как все и плывет по течению. И второе, когда человек сам формирует свою личность и сам находит смысл своей жизни. Подлинное существование, в свою очередь, делится на 3 стадии. Эстетическое, этическое и религиозное. Итак, давайте откровенно. Поднимите руки те из вас, кто живет на первой стадии. То есть ради удовольствия. Так, на первой стадии многие. А кто на второй? У кого из вас главное чувство долга? Меньше. Ну что же, может быть, есть те, кто на третьей стадии? Прекрасно. Один человек среди нас есть, и это обнадеживает. А вы? Разбудите его. Вы на какой стадии? Ни на какой. У меня неподлинное существование. Я плыву по течению. Во сне? Нет, наяву. Просто я плыву с закрытыми глазами. Так проще. И приятно отдаться течению. А вы сами-то на какой стадии? Я на какой? На всех сразу. Я ищу удовольствие. У меня непримиримая нравственность. И я в меру религиозный человек. Удовольствие и нравственность? Да еще и непримиримые, несовместимы. Именно. Непримиримая. Нравственность должна быть непримиримой, а удовольствия могут быть нравственными. Например, меня всегда тошнит, когда я вижу какого-нибудь позолоченного морального урода, который ловко рассуждает о помощи ближнему. Я спокойно смотрю на убежденных преступников. Они предсказуемы, и их легко отсеять. Но лицемеры и фарисеи – это зло, которое надо искоренять. И тут я готов бороться и идти на баррикады. Да, и вас призывают делать то же самое. Грозить пальчиком и журить бесполезно. Надо бороться и идти на баррикады. И вы тоже, пожалуйста, боритесь и получайте нравственное удовольствие. И вы, пожалуйста, тоже боритесь, а не плывите по течению, спя. Бодрствуя, с закрытыми глазами. Вызывали? Я слышал, вы зовете студентов на баррикады? Я говорил о нравственности, лицемерии и фарисействе. Лицемерие и фарисейство – синонимы. Фарисейство хуже, потому что убедительно и выглядит правильно. И кто из нас тут фарисей? В чем наше фарисейство? Да, оно во всем. Так уж и во всем. Я сяду. Мы живем по законам, которые нельзя исполнить, не нарушив другие законы. Мы живем по законам, а не по совести. У нас буква выше духа. С одной стороны правильные законы, но с другой стороны это прикрытие тайной корысти. Мы возделываем сады, которые не приносят плодов, духовных плодов, которые превыше всего. И вообще в наше время сытое пузо важнее чистой совести. Ну хорошо, рассуждайте. Учите студентов думать, жить нравственно. Ну при чем здесь баррикады? Да потому что иногда нет другого выхода. Вы так считаете? Не я один. История так считает. Можете идти. Можно вас на минутку? Я должна вам объяснить, почему я подняла руку тогда. Чтобы выйти? Я не на третьей стадии.
Но у меня, как и у вас, всего по чуть-чуть. И я знаю, что смысл жизни не в наслаждении. И не в борьбе. Без борьбы вы колесико в машине. В божественной машине. Нравственный закон внутри нас божественен. Машина не всегда. Вы же сами решаете, ходить вам голый, в короткой юбке или же в хиджабе. А если все решат ходить голышом? Ну и что? Но они будут согласны, не толерантны, а согласны с единым нравственным законом, который все слышат. Но каждый трактует его по-своему. Поэтому кто-то ходит голый, а кто-то прячет себя в одежду. Но я пока что еще не хожу голый. Подождем. Увидим? Ладно, шучу. Давайте лучше поживем. Давайте поживем. Увидим. И давайте я вас подвезу. Давайте. Ну, вот так я тут и живу. Одна? Нет, с подругой. Мы вместе тут квартиру снимаем. Может быть, чаю хотите? Лучше воды. Вам кто-нибудь помогает? Родители? Нет. У меня есть отец, но он не хотел, чтобы я уезжала. Поэтому можно сказать, что я почти сбежала. На что же вы живете? Нужны же деньги. Деньги. Да, деньги нужны. Но деньги как-то находятся пока. Как находится? Слушайте, мы с вами философы. Давайте ко всему философски относиться. Да, простите, это не мое дело. Я вечно лезу к людям в душу без спроса. Ну так лезьте. Я же вас для этого сюда позвала. И я сам напросился. Нет. Вы залезайте. Заодно почистите там все. Сколько вам лет? Мало. А душу уже надо чистить. Есть хороший способ почистить душу. Сходить в церковь, искренне там помолиться. Говорят, помогает. А другого способа нет никакого. Можно еще медитировать. Отлично. Может быть, вы мне дадите урок медитации, но чтобы негатив весь исчез. Я не даю уроков медитации. Я много слышал, читал об этом. Но не знаю, как это правильно делать. А вы попробуйте. Мне кажется, у вас получится. Помогите мне. Попробовать плыть по течению? Это подруга. Я нашла работу на вечер, не исчезая. О, клиент?
Нет, это мой преподаватель. Может, все-таки клиент? Нет, не клиент. Мне же к нему еще на лекцию идти. Ну ладно, ну что такого-то? Ну что, он не мужичок, что ли, а? И вообще, мне кажется, он не очень сильно удивился. Он мне нравится. О, Анька, это хуже. На гейшах не женятся. Да я не для женитьбы. Хочешь перейти на новый уровень? Стать любовницей? Так это еще хуже. Господи, что с твоего этого преподавателя? Какой с него доход, а? Успокойся, давай жить как раньше. Ну, закончишь ты свой институт. Поступишь на хорошую работу и забудешь, чем занималась вначале. А ты? Ну, я пока здесь, пока спрос есть. А потом в монастырь пойду. Ты чё смеешься, а? Чё смешного-то? Я, между прочим, в прошлой жизни монахиней была. Ну, не смейся. Звали меня Дианора. И была я влюблена в заключенного философа Томмазо Кампанелло. Да, так и звали. Это я тебе про Кампанеллу Ну рассказала. нет, просто мне напомнил. А я чувствовала это, понимаешь? Ты какие-то факты мне сказала, и, конечно, я сразу все вспомнила. А ты не веришь в прошлой жизни? Нет. Только в будущее. Ай, что же у меня так руки-то болят, а? Для ревматизма вроде как-то рановато. Тяжести не таскала. На виолончели тоже я не играю. А тебя никогда там к кровати наручниками не приковывали, а? Нет. Ну ладно, ладно, у меня тоже иногда. Все тело болит. Не только руки. Ну ладно. На сцену. Дорогой господин президент, я обращаюсь к вам
За поддержкой и помощью. Потому что знаю, вы не оставляете без внимания предложения, в которых видите искреннее стремление сделать полезное дело. А я, поверьте, искренне стремлюсь и дело считаю полезным, хотя берусь за него не в первый раз. Господин президент, давайте забудем наши разногласия. Сейчас это даже смешно. Или нет, не смешно. Теперь настало время действовать сообща. Мы все в чем-то ошибались в прошлом. И это нам можно простить. Но никто нам не простит ошибки сегодня. А ошибка сегодня это бездействие. Я знаю, как вы иронично относитесь к моим идеям. Знаю. Но все же я скажу. Коммуна вот что спасет нас. Лозунг совсем другой. Не тот старый, который нравился только глупым и жадным. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Нет, другой. От каждого необходимый труд. А каждому полную духовную свободу. Ну как? Ну правда? Ну правда лучше? Ну неужели это их не привлечет? Это не может не привлечь. Единственное отличие от их теперешней жизни – это необходимый труд. Но к нему можно же перейти постепенно. Мы будем их постепенно убеждать, что такой труд не опасен, что немного трудиться даже полезно. Я убежден, что наша сонная болезнь не связана с трудом. Постепенно мы им внушим, что зависеть от времен года и бродить по этой планете туда-сюда – это, по крайней мере, глупо. Ведь удобно жить на одном месте. Мы построим небольшие уютные дома и заживем, как раньше. Конечно, никаких этих громадных заводов и тому подобное мы восстанавливать не будем. Только самое необходимое. Самое необходимое. И тогда настанет рассвет нашей цивилизации. А не сейчас, как они друг другу говорят. Я согласен. Когда существует материальная заинтересованность с большой буквы, слово «человек» всегда будет писаться с маленькой. Но ведь в коммуне как раз и не будет материальной заинтересованности. Будет необходимый труд, справедливо поделенный между всеми ее членами. Мы должны спасти людей от падения в пропасть одичания. Мы не сможем простить себе. Господин президент, есть еще время. Но его уже очень мало, и мы должны успеть.
что? Я ж только хотел поспать. Я не хочу медитировать. Я хочу просто спать. Но не хочу спать вечно. Сегодня был твой последний спектакль в нашем театре. Я тебя предупреждал. Сколько раз. И опять в таком состоянии. Уснул на сцене. Я без этого не могу играть. Я все понимаю. Но нам это не нужно. Ну, дайте хоть вечерний спектакль отыграть. Не нужно. Есть второй состав. Все. Конец. Мы расстаемся. Расчет тебе уже подготовлен в бухгалтерии. Прощай. Я до вечера протрезвею. Я люблю театр. Я смотрел ваш спектакль. Мне очень понравилось. Ну и сам спектакль, и то, как вы играли. Сергей. Слава. Жаль, что я больше этого не услышу. Почему? Меня только что уволили. За что? Ну, вот. За это я выпивающий актер. Ну, этим сейчас никого не удивишь. Особенно среди артистов. Это точно. А меня тоже сегодня выгнали с работы. По собственному желанию. За что? За призывы к революции. Реально призывали к революции? Чисто гипотетически. Но вообще иногда мне кажется, что у нас просто нет другого выбора. Это правда. Выбора у нас нет. Они придумывают свои правила, а мы должны по этим правилам... Ладно. А кто вы по профессии? Философия. Так что по специальности вряд ли. И у меня тоже вряд ли. Что мы умеем делать? Копать? Копать или не копать? Вот в чем вам. Копать? А что, это идея. Актер и философ должны докапываться до сути. Философ и актер устроились землекопами и обрели счастье. А если серьезно, куда я сейчас пойду? В другой театр? Если возьмут.
А возьмут, все повторится заново. И будет все по-прежнему. Я не могу играть на сцене в трезвом состоянии, понял? Я понимаю, пьеса дерьмо. Может быть, я дерьмовый артист, но врать я со сцены не могу. Так что решено. Землекопы. Да я тоже не хочу возвращаться к преподаванию. Говорить серенькое, удобное, нейтральное. Воспитывать колесики, вот эти маленькие колесики. А не личности. И самому становиться при этом лицемером и фарисеем. Говорить и не делать. Знать и при этом скрывать правду под кучей ненужных слов. Не хочу и не буду. Вот так. Пошли в землекопы. А пошли. Смотри. Похож на моего декана. И на моего директора тоже. Отсюда надо бежать. Даже срочно. Надо попрощаться. Прощай. Театр. Все? Please. Будешь? А я выпью. Надо взбодриться. Жизнь у нас невеселая. Я вот сегодня побрился, помылся, а никто этого не заметил. Я, заметь, никогда грязный и небритый. А чё ты все молчишь? Скучно с тобой. Мне интересно. И водку ты не пьешь. И все остальное не делаешь. С тобой даже поругаться нельзя. Ты как солнце, под которым долго сидеть вредно. Ночь. Вот мое время. Ночью все самое интересное. Приснись мне этой ночью, и я все о тебе узнаю. Потому что во сне все правду говорят. Потому что во сне душа говорит.
Да, цветочек. Вы где? Нас не пускает в самолет. Почему? У нас много вещей. Ну да, с собой нельзя много. Пусть папа сдаст багаж. Он говорит со мной по-английски. Ну правильно, папа хочет, чтобы ты хорошо знала английский. Но я его не понимаю. Ну а ты переспрашивай непонятные слова. Мамочка, ты была в Диснейленде? Нет. Я тебя обязательно туда свожу, когда вырасту. Хорошо, милая. Папа не хочет мне здесь ничего покупать. Мне понравилась курточка, а он говорит, купим все потом. Малышка, ну, папа прав. Он все тебе обязательно купит в Лос-Анджелесе. Да и потом, тебе курточка там не нужна. Там знаешь, какая жара в сентябре? Ты картинку видела? Это я нарисовала. Да, это очень красиво. Спасибо. Мне очень понравилось. Папа сдал наши вещи в багаж. Ангелочек, я тебя люблю. И я тебя, мамулечка. Да, позвоните, когда летите, хорошо? Хорошо. Дай папе трубочку. Только по-русски. Привет, солнце. Ну ты как там? Замучился с ней ходить мимо магазинов. Ну, это же девочка. У нас пока только девочка, мальчиков нет. Это намек? Так я готов. Я тоже. Тебя не потеряют в универе? У меня еще неделя отпуска. Ты помнишь Карпова? Конечно, помню. Я даже подумывала, а не выйти ли мне за него замуж. И почему не вышла? Ты лучше. Он нас будет встречать в Лос-Анджелесе. Я дал ему твой номер, он позвонит, если что. Если что? Ну мало ли, плохая погода, задержка рейса, или я телефон потеряю. Хорошо. Когда обратно? Сегодня 11-е, 2 дня мы в Диснейленде, и потом я у тебя. Сколько у нас будет дней? 4. 4 дня. Мне хватит на целый год. Ты должна еще прилететь на Рождество. Да, обязательно прилечу. Все, объявили посадку. Милый, позвоните, как прилетите, хорошо? Нет, я буду ждать вас. Да, я не буду спать. Люблю вас. Целую. Я в прошлый раз как-то глупо сбежал. Я должен все объяснить. Это мой друг Слава. Подожди меня здесь. Вы сюда по делу? Да, по делу. На минутку. У нас минимум час. Почему час? На минутку это вы к жене забегаете. А у нас тут серьезное заведение. Какое заведение? Бордель. А я, между прочим, не женат. Сочувствую. Дорого? Актерского жалования хватит? Может и не хватить. Но я вам сделаю скидку. Вы мне нравитесь, да. Да-да, как актер. Вы меня на сцене видели? Вы мне тоже нравитесь. Значит, у нас все получится. Ага. Пойдемте. Вот тена. Хотя я первый раз в борделе. Странно, да? Какой же я актер после этого, спросите, да? Раз не был в борделе. Наверное, плохой. Но жизни не знаю. А жизненный опыт для артиста очень важен. Это вот как воздух нужно. Да. Кстати, был у нас один актер из
из старой школы. Так вот он постоянно, пока всех не переобнимает, он на сцену не выходил. Ему нужен был этот физический контакт. Молоденьким актрисам это не нравилось, а пожилым нравилось. Мне тоже нравилось. Что, раздеваться, да? А меня с работы уволили, знаете? Знаю. Из-за меня? Да нет, по другой причине. По какой? По собственному желанию. Сейчас не объясняют причин, просто говорят, что надо уйти. Почему ты должен сам догадаться? Из-за потных рук, небритого лица или за призывы к революции? Наверное, за последнее. Но вы же за мирную революцию. Любая революция пугает, грозит чего-то лишить. Я их понимаю, но участвовать в консервации недостатков не хочу. Мы с моим другом решили стать землекопами. Ну, потому что мы больше ничего не умеем. Бывший актер и философ ищет способ и смысл дальнейшего существования. Вот сейчас после вас мы прямо поедем туда, где жизнь почище и народ попроще. Но вас, я, кажется, тогда обидел своим испугом. Да, у меня брезгливое отношение к такому способу зарабатывания денег. Но вас я по-человечески понимаю, когда жить не на что, особо там не пофилософствуешь. Но в то же время не стоит переступать некоторые грани. Я всегда боялся смотреть в глаза женщинам, которые занимаются этим ремеслом. В глазах у них пустота. А у вас глаза хорошие, не потухшие. Брось ты это. Поехали с нами. Землекопшей? Или подругой землекопов? С женой землекопа. Жениться на путане может только философ. Я уже не философ, а ты еще не путана. Ты сможешь жить по-другому. Смогу. Это все? Деньги? Сейчас принесу. Нет, я буду встречаться с тобой без денег, просто так, для души. Ты этого хочешь? Хочу. Но я должен сегодня уехать. Не уезжай. Не могу. Я актер. Но бывший. Меня сегодня уволили. Ну и что? Ты здесь себе работу не найдешь? Нет, здесь не хочу. Слышишь? И я не хочу, чтобы ты занималась этим с другими. Поехали со мной. Куда? Ой, это посетители. Слушай, подожди на кухне, я очень быстро. Подожди.
Это ты меня здесь подожди. Я сейчас приду. Вы к кому? Мы к Жанне. Чего у тебя там? Вино. Я Жанна. Не шути так, парень. Я не парень. Не видно, что ли? А так? Дурак, что ли? Отстань, урод. Пойдем. Ты как смотрел объявление? К кому мы пришли? Там было женское фото и женский голос по телефону. П-п-п-п-п. И бутылку оставили. Почему это я урод? Может, я просто не такой, как все? Все. Я мужик. Да. Ой. Трофей? Ну так как? Поедешь со мной? Куда? Пока не знаю. Еще не решили. Куда-нибудь подальше. Спасибо. Хорошо. И в качестве кого я поеду? А в качестве кого бы ты хотела? Жены актера. Бывшего актера. Нет, бывших актеров не бывает. Согласен. О, как хорошо. Слушай, нам надо тоже попробовать. А то у нас все секс да секс. Мы должны сообщить вам приятное известие. Нет, это мы должны вам сообщить приприятнейшее известие. Мы, я и Жанна решили пожениться. Я так понимаю, вы тоже. Но куда мы поедем? А я знаю, куда надо ехать. Доверьтесь мне. Они опять тебя пытали. Чтобы выжить, я должен выдержать пытки. Что им от тебя нужно? За что? За свободную Калабрию. За то, что я колокол, предвещающий новую зарю. Или за то, что я безумец. Осудить нас, Дианора, будут будущие века. Нынешние казнить своих благодетелей. Я принесла тебе еду. И еще кое-что. Забери мои новые записи. Попробуй разобрать мои каракули.
скоро снова приду. Зачем? Я же вам заплатила. Мне скучно. Развесели меня. Ну что? Кто меня развеселит? Ты? Или, может, снова автора позвать? Я развеселю. Не бей ежика. Уколоться можешь. Он же не колючий. Зато я колючий. И сколько мы будем здесь сидеть? Может, они до утра не выйдут? Подождем. Ребят, а у меня идея. А давайте цветы выращивать. Красиво, прибыльно. Вон она! Так значит, они все-таки шутили. Ну ладно, мы тоже пошутим. Поехали. Это те, которые приходили. Выйдите из машины. Вы тоже.
Куда едете? Куда подальше? От кого подальше? Ну и от вас тоже. Кто там? Наверное, копы. Вы думаете, дальше будет лучше? Там еще хуже. Так что давайте я арестую весь ваш бордель на колесах, чтобы вам здесь было мучительно больно, а не там. Особенно вам, Жанна. Ты знаешь, что я делаю с такими шутниками? Я не шутил. Я правда Жанна. Это другая. Но я не хуже. Я, может быть, даже лучше для вас. А ты знаешь, я могу попросить кого-нибудь проверить, настоящий ты гей или нет. Как это можно проверить? Мы тоже не с каждым можем. Мы тоже хотим. По любви. Где мое вино? Я его выпил. Хоть что-то от тебя. Ты мне по-настоящему нравишься. Ладно. Потом проверю. Еще увидимся. Зря ты так с ним. Он ведь найдет повод и посадит тебя в камеру. К любителям театра. За что? А за талант. Он не дурак, его не обманешь. А что, я по-твоему плохо сыграл? Мне кажется, хорошо. Слишком хорошо. Ну вот как всегда. Сыграешь плохо, все в тебя плюют. Сыграешь хорошо, все думают, что ты и по жизни такой же. И главное, все хотят потрогать твое тело. Которому будет мучительно больно. Актеров бить нельзя. Это все равно, что бить свое отражение в зеркале. А если у тебя такое отражение, какой смысл бить зеркала? Бейте самих себя! Ладно, выкручусь как-нибудь. На сцене не с таких передряг выкручивался. Симпровизирую что-нибудь. По сцене скучать не будешь? Нет. Жизнь – театр. Но главное не переигрывать. И не верить в предлагаемые обстоятельства. Не верить? Не верить никому и ни во что. Нужно не верить, а знать. Вот я не знал близко такого человека, такого мужика, который считал бы себя Жанной. Вот и сыграл. Как ты сказал? Слишком? Переиграл? Кто верит, тот знает. Что знает? Во что верит? В мужчину Жанну лучше не верить. А я верю в силу искусства. Искусство – это предчувствие истины. Искусство – это обман, а истины нет вовсе. Есть только пустота бесконечная. Истина есть, но она божественна и недостижима. Потому людям важнее правда. Конечно, тем, кто хочет жить честно. Честно жить – вот искусство. Нечестно жить искусство. А честно жить – это… Это любовь.
Господи, воздай каждому по делам его. Не прощай палачей, даже если они успели раскаяться при жизни. Пусть и они пострадают, как страдали мои родные и как ты страдал. А потом можно и простить. Зачем ты хотел меня видеть? Я знаю, как спасти папу. Я знаю, что испанские астрологи предсказали ему скорую смерть. И я знаю, что надо сделать, чтобы это не произошло. Что? Но я могу это сказать только папе. Астрология – ересь. Ты и так уже сильно заподозрен в ереси. Или, может быть, ты хочешь снова в допросную? Ну, если папа умрет, ты будешь в этом виноват. Вы должны отпустить меня. И тогда я помогу папе. Да? Да. Джордано Бруно сегодня будет казнен через сожжение на костре. Джордано. Надо было их перехитрить, раз не получается переубедить. На память. Вам деревьев не жалко? Покайся. В чем? Назовите хотя бы причину моего осуждения. Вы веруете, но ведь и я верую. Не так, как вы, но верую. Вам не нравится моя философия, мои идеи, но и у вас же тоже только идеи и вера. Ваша вера стала догматом, моя ересью. Если вы убьете мое тело, Бог и его бесконечные миры
не изменятся. Они так и останутся бесконечными. За что казнить? Или причина другая? В том-то и дело, что другая. Все имеет свои причины и следствия. И все имеет свою противоположность. Так что вы казните, вам и каяться. Подожди. У тебя есть секунда, чтобы одуматься. У него есть секунда. У тебя вечность. Он свободен. Живу. И буду жить. Бесконечно. Конечно, бесконечно. Надо работать. Слушай, нас отсюда не прогонят? Да вроде не должны. Аня сказала, что все будет нормально. Нет, давай ты первый. Жан. Жан, я в деревню схожу, ладно? Прости ты их. Пусть живут, как хотят. Я никого не прощаю. И нас никто не простит. Ёжик. Живой ёжик. На вашем поле что-то выкапывают. Что выкапывают? Не знаю. Один копает, другой смотрит. Давай, твоя очередь. Устал?
Что вы здесь делаете? Строим. Но это же моя земля. Нам было сказано, что никаких проблем не будет. Кем было сказано? Вы кто? Я владелец этой земли. И какие проблемы? Нет проблем. Как нет проблем? Они хотят захватить вашу землю. Теперь придется вас всех наказать. Посягательство на частную собственность – это не шутка. Подождите, не надо никого наказывать. Я один во всем виноват. Я тебя не люблю. Я обманул тебя. Я полюбил женщину, которая должна была любить тебя за деньги. Бесплатно. Бесплатно? Почему? Она бы мне еще доплатила, если бы мне не понравилось. Хорошо, это я попросил их построить здесь дом. А у вас есть разрешение на строительство жилья на землях сельхозназначения? Нет. Тогда ничего вы здесь строить не будете. Вуаля! Я кого-то задавил. Это ежик был. Это всего лишь дохлый ежик. А людей тебе не жалко? А людей тебе не жалко? Я вернулась. Прости свою блудную дочь. Как ты? Здоров? Все хорошо? Это мои друзья. Мы приехали строить город солнца. Здесь у тебя. Можно? Помнишь, ты читал мне Кампанеллу? Помню. Может, что тоже будут жены и дети общими? Нет, жены точно не общими. А дети? Посмотрим по мере их появления. Ну тогда добро пожаловать. И вы здесь живете? Живу. И вы привыкните. Давайте сядем, поговорим. Но что же мы будем делать? Как строить, если нельзя строить? Будем просто жить и трудиться. У меня большой огород. На поле можно что-то посадить, потом продать урожай.
Вы не против крестьянского труда? За этим сюда и приехали? Ну тогда мы заживем припеваючи. Вот только где вас всех разместить? У меня дом маленький. А у вас есть сеновал? У меня есть баня. Вот нам лучше в баню. Мы люди шумные, молодожены, можно сказать. Только пока до конца не оформлены. Давайте я вас оформлю. Как? Где? Здесь? Мой отец бывший священник. Он говорит о венчании. Вы тоже бывший? Где у вас храм? В нашей деревне нет храма. А за что вас уволили? Не уволили. Я не растрига. Меня просто лишили своего прихода. И я приехал в эту деревню. Купил землю, дом. И живу своим трудом. Как крестьянин. Как христианин. Тогда за что вас лишили прихода? Я ударил человека, нашего казначея. Он взял деньги, которые мы собрали на ремонт храма, и отнес их в подпольное казино, где благополучно все проиграл. Ну и правильно ударили. И еще. Я высказывался против излишней обрядности. Говорил, что главное не наши поклоны, а Божьи дела. И вообще был не абсолютно согласен с начальством. Начальство это не любит. Не любит. Послушание – основа власти, и церковной, и светской. Но абсолютного послушания быть не может. Мы рабы Бога, а не человека. Мы не рабы, мы любимые дети. Великовозрастные дети. А где вы взяли деньги на землю и дом? Бывшие прихожане собрали на новый храм. Я купил поле, которое вы видели. Это домик для временного жилья строителей. Скажите, в городе Солнца будет храм? Должен быть. Сначала храм, а потом вокруг него поселятся мои прихожане. И вы тоже. Вы считаете, что мы можем построить храм? Можем, с Божьей помощью. Ну что, Ну что? ты согласна венчаться? Да. Мы согласны. Тогда вставайте. Напротив. Нас тоже обвенчайте. Угу. Облачения у меня нет. Красивое облачение – это не главное. Первые священники не носили облачений. Красивое облачение, в принципе, никому не мешает. Лишь бы это не было похоже на показ мод. Я начинаю. Он читает молитву молча, не вслух. Теперь я понимаю, почему вы лишили прихода. Он новатор. Просто он знает, с кем и когда можно быть новатором. Если бы он знал, он уже был бы. Кольца у вас есть? А крестики? У меня нет, но я крещенная. Только я католичка. Ты христианка. Аня, возьми крестик в шкатулке. Я сейчас. Санта-Лючия? Вы были в Неаполе? Зимой. Замерз. Теперь обменяйтесь крестиками. Далеко не уходи. На вашем поле опять что-то выкапывают.
Вот разрешение на строительство домов на вашем поле. Будем строить город солнца вместе. Почему ты? Ты-то почему? Я все понял. Вдруг я все понял. Я понял, что я был неправ. И что я должен либо одуматься, либо исчезнуть. Я решил одуматься. Простите меня! Я же уже сказала, что прощаю. Здрасте. Я тоже хочу с вами. Можно? А папа разрешит? Папа дает деньги на город. Как? Так, у меня скоро день рождения. Папа обещал любой подарок. Да здравствует папа! Ты свободен. Что я должен сделать? Грация.
Почему ты улыбаешься? Я видел сон. Смешной? Расскажи. Поцелуй меня.